Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Дилан обнимает его от радости, говоря, что нашел ее, а Баран изо всех сил старается не обнять ее. Мы можем доказать, что даты, написанные в письме и дневнике, не совпадают, вот и все, говорит он и держит Барана за руку. Сначала Баран делает вид, что держит Дилана за руку, но оставляет руку Дилана у себя на коленях и серьезно отвечает: «Да, это может мне пригодиться». Баран обвиняет Дилана в том, что он ему не поверил. Дилан пытается объясниться, но когда Баран его не убеждает, он сдается. Он спрашивает Барана, что случилось с твоим телефоном. Баран говорит, что получил фотографию от Серапа, и на этой фотографии можно увидеть Серапа и Гульша, которая тайно наблюдает за Бараном. «В любом случае, иди спать, я разберусь с этим», — говорит он и выходит из комнаты. Под давлением Гэжи Азади Гуль звонит Салиху и в слезах говорит: «Я принимаю предложение руки и сердца». Салих очень рад, но Гуль очень опечален. Когда госпожа Азади говорит: «Молодец, ты принял правильное решение», Гуль отходит от нее. Пока Дилан лежит на кровати и просматривает дневник Гульша, Баран говорит: «Прекрати то, что делаешь». Дилан говорит: «Я еще немного посмотрю, я еще не хочу спать». Когда Баран выключает свет со стороны Дилана, Дилан злится, и один включает лампу, а другой выключает ее. Наконец, Баран побеждает, выключает свет и поворачивается спиной к кровати. Цеврии сообщает новости о своем ребенке своим друзьям и родственникам по телефону. Цеврии планирует пригласить Барана и Дилана на ужин и сообщить им новость о ребенке. Джевди тут же звонит и приглашает его на ужин. Дилан не может заснуть и будит Барана, говоря, что что-то пришло ему в голову, пока он просматривал блокнот при свете телефона. Когда он говорит: «Давайте посмотрим на дизайн бренда, чтобы узнать, откуда он взял кольцо», Баран злится. Дилан говорит: «Нет, дорогая, я слишком сонный», и ложится спать. После того, как Баран укрывает его, он встает и садится, так как не может заснуть. Наступает утро, но Баран все еще наблюдает за Диланом. Он помнит время, проведенное с Диланом у озера, и их разговоры. Тем временем Дилан просыпается, и когда он спрашивает Барана: «Ты не спал?», Баран отвечает: «Ты не дал ему поспать». Дилан извиняется и говорит, что когда я вспомнил инцидент на ринге, я был взволнован и захотел поделиться этим с вами. Баран встает с кровати, думая, что придет Керем, а Дилан следует за ним и говорит: «Подожди, я тоже иду». Гуль думает, как я скажу матери, что выйду замуж за Салиха. И когда я говорю Гэжи Кадер, что Салих предложил выйти замуж, и я решила принять, госпожа Кадер удивляется, говоря, что случилось, что ваше решение изменилось. Госпожа Кадер чувствует в этом что-то странное, и когда Гуль противостоит ей, она отходит от матери и плачет, говоря, что не нужно много говорить. Пока Баран находится в кабинете, приходит Керем, и Дилан садится с ним. Когда Дилан упоминает кольцо, Керем говорит: «У меня новости, Баран отправил мне сообщение вчера вечером». Керем говорит, что есть еще одна проблема, есть психолог, к которому ходит Гульша, но я не знаю, поймет ли он что-нибудь. Когда Дилан говорит: «Давай поговорим, и, возможно, мы сможем чему-то научиться», Баран говорит, что справится с этим, но Дилан говорит, что ты справишься, но я тоже хочу пойти. Когда Баран говорит, что не нужно вздремнуть, на лице Керема появляется улыбка. Пока Баран идет на встречу с психологом, Дилан тайно садится в машину и прячется. Госпожа Азади приходит к Сабихе. «Чтобы вы не задумались с Диланом, у вас ничего не получится», Баран Карабей угрожает ему испортить эту игру и уходит. Сабиха не принимает того, что сделал Баран, и злится, потому что он клевещет на ее дочь и заставляет всех поверить в это. Когда Дилан чихает, Баран понимает, что она в машине, и останавливается. Баран очень злится и говорит: «Я же говорил тебе, что ты не придешь». Дилан сказал: «Я хочу быть с тобой». Когда Баран потянулся, чтобы надеть ремень, они встретились лицом к лицу и посмотрели друг на друга.
Егмора отправляет Цеврии сообщение, в котором говорится: «Я узнал о твоем ребенке, я очень рад, но я также немного завидую, говоря, что ты полюбишь его больше, чем меня». Цеврия отправляет Ягмуру голосовое сообщение: «Ты моя первая любовь, и даже я всегда буду любить тебя немного больше». Пока Дерье не нравится кофе, принесенный Гулем, и она ругает ее, приходит госпожа Азади. Дерья встает, приветствует ее и подает кофе госпоже Азади. Ферат слышит, как госпожа Азади объясняет, что она решит проблему Роуз раз и навсегда и выдаст ее замуж за Салиха. Они приходят в кабинет психолога, но не могут его там найти. Когда его секретарь говорит, что он скоро вернется, Дилан говорит: «Давайте не будем ждать здесь, давайте выпьем кофе, пока он не придет», и они уходят. Когда они уходят, Дилан спрашивает, как долго продлится эта обида, и Бэрон злится, потому что ты мне не поверил. Дилан спрашивает: «Я был просто в шоке, возможно, я был немного импульсивным, ты меня простишь?» Баран не отвечает, говорит: «Пойдем сейчас», и уходит. Ферат спрашивает: «Что, по-твоему, ты делаешь?» И когда ты говоришь, что не можешь выйти замуж за этого человека, Гуль спрашивает: «Почему?» Хотя Ферат говорит: «Потому что тебе не нравится этот Зипиди», когда Гуль говорит: «Я делаю то же самое, что и ты», Ферат злится, потому что говорит: «Я не допущу этого брака». Баран и Дилан приходят к психологу и спрашивают о Гульшах. Однако врач говорит, что не может дать никакой информации, это неэтично. Бэрон и Дилан покидают психолога. Когда Дилан говорит, что даже если бы он сказал хоть слово, это было бы для нас полезно, Бэрон отвечает, что это было бы полезно, по крайней мере, мы узнали, что он ходил к психологу. Дилан говорит, что у нас есть билет, психолог и кольцо. Стоит ли нам поговорить с Сабихой и рассказать ей об этом? Как только Бэрон говорит, что ему нужно больше доказательств, на телефон Барана приходит сообщение, и его лицо падает. Они приходят в особняк. Когда Дилан видит Хевина среди деревьев, у нее развязываются руки и ноги, а сумка выпадает из рук. Бэрон внезапно паникует и спрашивает: «С тобой все в порядке?» Пока Дилан говорил о том, что сказал: «Со мной все в порядке», это был всего лишь момент, господин Кудрет позвонил Барану и сообщил ему, что мы нашли Чакала Фикри. Баран говорит: «Подожди, ничего не делай, пока я не приду», и садится в машину и уходит. Пока Цеврия с радостью пылесосит дом, приходит Джевдет, забирает у нее все и просит не делать никакой работы. Пока Гуль плачет на кухне, приходит Дилан и спрашивает: «С тобой все в порядке?» Когда Гуль говорит, что приняла предложение руки и сердца Салиха, он спрашивает: «Почему я не могу позволить тебе выйти замуж за того, кого ты не любишь?» Когда Хавин рассказывает мне, что Дилан и Баран ходили к психологу, а Гульша лечилась там, Сабиха Гульша рассказывает мне все и злится из-за чего-то подобного. Пока Дилан и Гуль разговаривают, звонит Сабиха и злится на Дилу, говоря: «Ты бессовестно назовешь мою дочь сумасшедшей». В случае с Диланом госпожа Сабиха говорит, что Гульша не все вам рассказала, а затем вешает трубку. Дилан хочет в спешке покинуть особняк, думая, что после этого действия он что-нибудь сделает с Бараном. Гуль не хочет давать разрешения, но Дилана это не убеждает, и он говорит Барану, что если что-нибудь случится, он должен на меня рассердиться. Баран Кудрет приходит к господам, и они вместе совершают набег на это место. Шакал дает Фикри пощечину, и когда он говорит, что ты застрелил мою жену, Шакал Фикри говорит, что это не моя вина, я слуга приказа. Тем временем Баран получает известие о том, что Дилан уехал к Сабихе. Ребята, Кудрет берет Чакала Фикри и идет за Бараном Диланом. Пока Цеврия выходит на свежий воздух, она внезапно чувствует боль в животе и зовет Ханифе и Джевдета. Его никто не слышит, и он падает без сознания. Дилан приходит к Сабихе и пытается сказать ей правду, но Сабиха совершенно не хочет ее ни слушать, ни принимать. Он хватает Дилана за руку и вышвыривает его. На этот раз Дилан меня не слушает, он поверит, если ты ему расскажешь, он показывает ей билет в кино и рассказывает. Хевен смотрит тупо, входит и закрывает дверь.
Когда Дилан падает на землю, Баран догоняет его, хватает его за руки и поднимает. Пока Баран направляется к дому Сабихи, Дилан держит его за руку и говорит: «Пожалуйста, отведите меня сюда». И они идут вместе. Сабиха уходит в комнату и оставляет Хевина снаружи. Пока Дилан и Берен едут, Дилан плачет на плече Барана. Берен вытирает ей слезы и утешает ее, говоря, что она больше не сможет себя расстраивать. Сабиха достает из шкафа коробку и внутри нее пистолет. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.